Друзья, очередной четверг, очередное рыбное блюдо. Всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы будем готовить рыбные фрикадельки по-итальянски. Вы только посмотрите на этих бандитов, друзья. Посмотрите на их рожи. Здесь сборная солянка. Здесь и вот эти азовско-каспийские бычки, более светлые, розовые. Это и чисто каспийские, насколько я знаю, этот черногородские и так далее. Здесь, в общем, чего только нету. Но все это бычки, друзья, выловленные с нашего родного Каспия. Отрезаем головы, отрезаем хвосты, сразу потрошим. Ножницами срезаем плавнички. Друзья, чистенько я рыбку помыл. Сейчас будем ее перемалывать. Друзья, немножко добавлю хлеб, и как раз он почистит мясорубку. Друзья, в рыбный фарш я люблю добавлять укроп. Одну крупную луковицу мелко-мелко порежем, друзья. Я в одном из видео, по-моему, котлеты я делал из бычков. Я говорил, что фарш в рыбный, в мясной, без разницы, если вы делаете котлеты, я всем советую. Лук лучше всего не полениться и мелко-мелко порубить. Знаете, фарш от этого намного сочнее получается. Разобью 2 яичка. Хорошенько посолим. И поперчим. Хорошенько вымесим, чтобы он был клейкий, и наши тефтели, вернее не тефтели, а как они называются, фрикадельки, чтобы они у нас были плотненькие, чтобы они не разваливались в процессе. Смотрите, какой фарш становится. Буквально 5 минут он уже очень клейкий. Все, друзья, приступаем к тефтели деланию. Фрикаделька лепению. Короче, начинаем лепить фрикадельки. Вот такие плотненькие, красивенькие. Размер, наверное, как мяч для настольного тенниса. Может, чуть-чуть крупнее.
Друзья, вы посмотрите на расчет. Все. Сколько? 24 вот такие фрикадельки. Так как фрикадельки наши итальянские, они у нас будут готовиться, вариться в таком помидорном соусе. Зелень, помидоры, вот такой по-итальянски. Соответственно, вторая часть нашей готовки это подготовка этого самого соуса. Помидоры сейчас, конечно, не ахти какие, но для соуса пойдет нормально. Нарезаю помидоры не слишком мелко, друзья, чтобы они чувствовались. Друзья, также я сюда добавлю перец. Он острый, ну такой умеренно острый. Он сюда тоже подойдет. Так, перчик тоже в кучу. Посолим. Друзья, пока я здесь возился, посмотрите, кто пришел. Алик пришел. Алик, где ты был? Мой родной. Иди сюда. На тебе, смотри, сегодня у тебя особое угощение. Икра заморская и 2 башки. А сверху мы еще нальем томатный сок. Ну как вам? Красота! Друзья, вот такая глубокая у меня сковорода. Кстати, тоже итальянская. Это так просто. Наливаем масло. Друзья, знаете, какой запах? Вначале он такой резкий бывает, рыбный, а вот сейчас именно котлетами пахнет. Просто супер. Посмотрите, какая красота. Вот реально, да? Очень красиво. И вот сейчас, друзья, мы вот это все дело заливаем нашим шикарным соусом. О, мамма мия, сказал бы любой итальянец, увидел вот это, а, друзья? Посмотрите, как красиво. Теперь накрываю крышкой. И так как это тефтельки у нас, вернее, фрикадельки рыбные, вариться они будут, я думаю, минут 15-20. 15-20 минут подержим, и будет готово. А здесь что у нас будет, вы догадываетесь. Если блюдо итальянское, значит... Паста масто. А сегодня у нас самый распространенный вид пасты — это спагетти. Кладем вот так целиком.
Ни в коем случае не ломайте спагетти, друзья. Знаете, если вы поломали спагетти, где-то умер один итальянец. На последней стадии готовности фрикадельки мы добавим вот так крупно порезанную кинзу. Может, кинза это не совсем по-итальянски, хотя, ну, без кинзы я не могу. Sorry. Так, здесь у нас вот так красиво все булькает. Посмотрите, как это красиво. Сейчас мы добавляем сюда вот так кинзу. Опа! Посмотрите на эту Италию. И спагетти наши тоже подоспели, друзья. О, нехило, да, себе положил, друзья? Сейчас самое главное. Вот так. А это самое главное. Чуть-чуть пармезана, друзья. Это тоже будет вкусно. Вот теперь можно кушать. Теперь главное, друзья. Наша фрикаделька. Фрикаделька каспийская. Блюдо итальянское. Друзья, просто фантастика. Вот честное слово, я хвалю, естественно, свое блюдо обычно. Но вот сегодня просто бомба. Вкуснее, чем котлеты. Очень сочный, очень сочный. Друзья, вы только посмотрите сюда. Эта сочность, она так не передается, вот, к сожалению. Но вкус, ну, очень сочный, да, просто невероятно. Сочные и очень нежные, очень нежные. Вот котлеты я из бычков делал в тот раз, если вы помните. Мне они тоже реально очень понравились. Но здесь как будто вкус, он еще более какой-то выразительный. И самое главное, он еще более сочный и нежный. Видать, потому что вот это в помидорном соку это все еще, да, это томилось, варилось. Возможно, из-за этого. Очень нежный вкус. Друзья, все очень вкусно, очень вкусно. Как говорили древние римляне, carpe diem memento mori. Будьте здоровы.
Я говорю, друзья, сейчас подумал, вот как такой простой обед, спагетти, макароны, для нас, в принципе, для советских людей это что-то такое простое, да? Ну как его можно превратить в вот такую красоту, действительно, добавив немножко фантазии. Вот эти фрикадельки сделать в таком красивом помидорном соусе, добавить чуть-чуть зелени, и уже получается настоящий бесподобный итальянский ужин. Настоящая дольче вита. Спасибо большое, друзья. Сегодня был очень удачный такой, знаете, такое сочетание просто бесподобное. Мне очень понравилось. Обязательно буду делать. Очень удачный такой обед, ужин, блюдо получилось хорошее. Спасибо, что были со мной, что выслушали. До новых встреч на канале Каспийский берег. До свидания.